Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что ждете нашей встречи с Игорем Мосейчуком. Он на связи прямо сейчас. Игорь Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, наши уважаемые зрители. Слушайте, отчетливо мы видим, что мы начинаем какой-то новый этап противостояния. Он как бы новый и старый, потому что это уже есть такое чувство дежавю, да, что-то уже подобное было. Были какие-то подобные ультиматумы, были подобные сроки, и вот сейчас 50 дней. Обсудим все по порядку. Единственное, что я всех приглашаю подписаться на Мосейчука и, конечно, поучаствовать в нашем эфире. Сделать это очень просто. QR-код, если видите на своих экранах возле меня, и работает этот сервис, возможность написать на экране свой вопрос, его обязательно озвучим. Также ваши вопросы в конце будем обсуждать. Если что-то не успеем, Игорь Владимирович обязательно подхватит на своем канале. Но, в общем, в сообществе YouTube есть уже ветка анонса нашего эфира, где люди оставляют вопросы. Также подключим чат трансляции и, конечно же, закрытый клуб зрителей Шелеста в Телеграме. Поэтому присоединяйтесь. Всем большое спасибо за поддержку, суперчаты, суперстикеры. Ну и, в принципе, ваше участие, внимание, да, ваш лайк, ваше мнение, оно всегда важно. И оно, так, знаете, вот в аудитории нашего канала, он, как знаете, так вот, отличается очень выгодным образом. Начнем, пожалуй, с опроса. Он звучит следующим образом. Поддерживаете ли вы проголосованное военное положение и мобилизацию до 5 ноября? Сегодня это случилось, очередной срок. 5 ноября теперь как бы точно будет мобилизация и военное положение. Варианты. Да, никуда не денешься. Война. Военное положение поддерживаю, мобилизацию, особенно ту, которую мы видим, нет. Мобилизацию поддерживаю, военное положение нет. Или просто нет. Сколько можно? Уже просто как бы терпеть увірвався, как говорится, терпение пропало и испарилось. Проголосуйте и вы, пожалуйста, что скажете по поводу опроса. И на самом деле мы видим, как мы заходим на новый круг, не так ли? Александр, я уже проголосовал в вопросе. Я проголосовал нет. И, с вашего позволения, зрителям обосную свою позицию. Во-первых, грубейшее нарушение Конституции. Не может вводиться и переутверждаться 14 или 17 раз, сколько уже это было, подряд военное положение. Это нарушение законодательства, нарушение Конституции, и это узурпация власти фактически осуществляется путем вот этого вот продления. Если ко мне сейчас придут и зададут вопрос, так а что ж делать, война идет, так для этого надо открыть Конституцию, которую превратили в набор туалетных бумажек, это самое, и посчитать, там все это написано. Это раз. Что касается мобилизации. Я считаю, 2,5 года утверждаю, что гусификация, людоволство и тому подобное, наоборот, работают против защиты Отечества, против людей, против этого самого. И это продлевать нельзя. Чем дольше это продолжается, тем больше нагнетается и тем ближе взрыв внутренний. Я вообще считаю, что то, что Зеленский благословляет вот эту историю с людоволством и бусификацией, силовой мобилизацией, он взрывает Украину изнутри. Вот мой ответ на опрос ваш, поэтому нет, нет, нет. Знаете, нет, нет, да, 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 понимаете, ситуация в овальном... Смотрите, подождите, в что значит, парламенте... смотрите, тут, понимаете, 85% сейчас голосуют, я не думаю, что сильно кардинально изменится там по голосованию нашего эфира, но по большому-то счету мы видим, что, скажем так, эти 50 дней, ими тоже может не кончиться. Как вы Так ими не оцениваете? кончится, Александр. Ими не кончится.
Надо это заявление Трампа, президента США, правильно прочитать и правильно посмотреть. И посмотреть на реакцию в Российской Федерации. Я все же считаю, как и считал, что он ведет игру. Четыре руки с Владимиром Путиным. Я имею в виду Трампа. Почему я так считаю? Да потому что вот это громогласное заявление, которое мы вчера, все услышали, это не о том, что я поставлю на место Россию. Это о другом. Вот смотрите, оцените красоту игры Трампа с глобалистами. Глобалисты все время от него, главная их цель втянуть его в войну. Я добавлю, с вашего позволения, сейчас запомните мысли. Но это сегодня ярчайшим образом продемонстрировал Financial Times, который говорит: точно, инфосотка. Они приватным образом, в общем, частная беседа была у Трампа с Зеленским, и Трамп спрашивает: а чё ж вы Москву не бомбите? Петербург. А возьмите ракеты Говорит, так и ударьте еще и по Питеру. Так да. ракет дайте. Говорит, а если дадим ракет, ударите? Ой, конечно, ударим. И, мол, этот разговор. Потом выходит Белый дом, говорит: ребята, этого всего не было. Это все Не придумки. врите. Сейчас, кстати, там в эти минуты, мы в прямом эфире, я должен об этом сказать, 19:13 на часах, там как-то все пришли на лужайку к Белому дому, и всех вот так попросили с лужайки, служба безопасности, секретная служба, что-то там происходит, непонятно, что это, к чему это. Это может в процессе эфира выясниться. Продолжайте. Глобалисты и вот эта вот публикация, и вот эта истерия, что главный лоббист Украины Маланка Трамп, это самое, это все желание глобалистов втянуть любым путем в войну в Украине Трампа, обвалять его в грязи, поте, крови и даже дерьме этой войны и обнулить его политически и его сторонников, и тех, кто будет продолжать его дело, трампистов и мага-движения, и все обнулить. То есть это их игра против консервативной части республиканской партии США. Трамп сыграл в айкидо с ними. Он говорит: так не вопрос. Бизнес, ничего личного, чисто бизнес. Я готов продать вам, товарищи глобалисты, вашим правительством, оружие для Украины. Купите? Понимаете, а дальше пауза. И даже не МХАТовская. Почему? Да потому что эти люди платить не привыкли. И платить им невыгодно. По причине, в странах, которые будут платить, сразу начнется проседание социальных вопросов. Это раз. А второе, мы же их знаем, они раз дадут, потом не дадут. То есть Трамп их теперь втянул. Они его в войну, а он их в то, где он силен, в финансы, в бизнес. Он их хоп и все. А реальных поставок, если 2 Патриота будет, то это вообще огонь, бимба и так далее. Это раз. Второе. Друзья, найдите, 5 раз пересмотрел, это его заявление, пересмотрел комментарии всех политиков американских, ведущих, политологов. Покажите мне, ткните пальцем, где хоть полслова было сказано о поставках наступательных вооружений. Нет, домыслы только. Томагавки, вот это. Пресса пишет. Да, вот это то, что вы рассказывали, Александр. Понесли кучу фейков в очередной раз. Все.
разговор шел о патриотах и о закрытии неба. Но я могу вам сказать верифицированный источник по поводу наступательных вооружений. Вы будете... Financial Times. Нет, вы будете смеяться. Ермак. Ну, Ермак говорит, что мы, конечно, да, это замечательно, закроем небо, но вы же понимаете... Ну, короче, смысл в том, что посыл был такой, что лучшая защита – это нападение. Вот будем нападать, переносить войну на территории России, ну и тогда, соответственно, выполнять... уже перенесли. Уже в Курскую область перенесли, что потеряли часть Сумской. Великие стратеги. Ну, это первая часть. То, что касается оружия, да, мы проговорили. И нам понятно, что его много не будет, и оно будет исключительно оборонительное. А дальше заявление о 50-дневном ультиматуме, который истекает как раз в очередную годовщину окончания Второй мировой войны. Ну все, вот все. И понеслась. Какая победа! Вы видели этих офисных этих пропагандонов, которые просто трусятся и кричат «победа». За 2 секунды, скажу, никакой победы нету. Во-первых, 50 дней дан карт-бланш. Что хотит, то и делай. А 50 дней это довольно много для войны такой интенсивности, как у нас идет. Это раз. Как раз перед тем, как разведки, в том числе западные, сообщили о подготовке России полномасштабного наступления по всей линии фронта и границам Украины. То есть вот тебе 50 дней, наступает, там дальше посмотрим. Потом, введу санкции. Какие санкции? 100%. И понесли все, опять же, вторынни на тех, кто торгует с Россией. Я говорю, покажите, где он это сказал. Ну вот покажите. Он сказал санкции по России. Но это же не вторинные санкции. Я говорю, вы слушать, умеете, у вас все в порядке. А чем это отличается? Я говорю, а тем отличается, что крайне мало товаров поставляется в Соединенные Штаты с Российской Федерацией. И это товары, которые точно будут освобождены от 100% тарифов. Да, отдельным законом, да. Это уран, это другие стратегические вещи. На них санкции Байден не ввел. То есть это называется наложить 100% тариф на воздух. Понимаете, на 0. 100 умножить на 0. Как это, чем это повредит России? Дальше говорят это самое, введем и победим. А что введем, на кого введем, куда введем? То есть информационный посыл, информационную игру Трампа, ее фактически выдают за огромную победу офиса президента. Ну и в перерывах между поглаживанием новой обезьянки ручной Ермак отрывается и постит вот эти вот наступательные, а пропагандоны подхвачивают и так далее, и так далее. Я не могу сообразить, зачем приехал Келлог. Я причем, знаете, тут же как? Ты должен, если хочешь понять суть процесса, должен получить официальную информацию. Ну окей, получили. Приехал боевой. Там в военной флиске с надписью «Келлог», обнял Ермака. Правда, как-то, знаете, вот это тоже интересно, да, показали, как он его обнимает, а потом у Ермака же, да, как они стоят и о чем-то говорят. Ну, там, если так посмотреть на Келлога, ну, вот просто таким взглядом, объективным. Руки в карманы, руки скрещены, не дружеское объятие, а такое истинно американское, когда тебе скалятся в глаза на все 32, улыбаются, а там как бы дуля в кармане, брюк у Келлога. Ну и потом приехал к Зеленскому, поговорили. Сегодня вот праздник же.
Ну, такой праздник, конечно, своеобразный. Я его, конечно, не понимаю. Это праздник День Крещения Руси. Но его Зеленский назвал Днем украинской государственности. И, собственно, это вот 2 недели от 28-го. Ну вот, по новому уже календарю все у нас. Поэтому вот так вот. Выступил сегодня с программой. Ну и Келог цветочки положил. А в Киеве все говорят, а давайте Келога пускай сначала там на левом берегу поживет, потом на Лукьяновке, потом в Голосеевском районе, потом там еще где-нибудь, не знаю, на Печерске, на Подоле. В общем, по разным местам его возить, чтобы, не дай бог, не ударили. Ну и правда, слушайте, как бабка пошептала, бьют везде, по Киеву не летит последние 2 дня. Так зачем он приезжал? Смотрите, Александр, тут очень интересный момент. Во-первых, мы знаем, что у Трампа 2 спецпредставителя. И они активизируются в зависимости от того, какую цель на этом этапе преследует Трамп. То Уитков летает чуть ли не чартерами в Москву, то теперь Келлог в Киев. Я не исключаю еще один из вариантов, возможных вариантов, что во время своей очень длительной встречи с Александром Григоровичем Лукашенко Келлог мог добиться каких-то моментов гуманитарного плана, которые должны произойти между Украиной и Россией через Беларусь или Украиной, ну, Белоруссию. То есть, грубо говоря, вот мы знаем, что Беларусь используется как площадка, на границе с которой обмены происходят, ну и так далее, и так далее. Поэтому я не исключаю, что может быть такой момент. Плюс до того, сказали, надо понадувать щеки, походи, послушай, встречайся, поизображай бурную деятельность и так далее, и так далее. Ничего Келлог не решает без Трампа. Ничего. Единственное, что Келлог может сделать, он положит Трампу информацию, которую ему зачитают. Все. Это максимум. Он не влияет ни на что. Поэтому я бы его визит не переоценивал. Это раз. Но наши, пользуясь этим, пытаются... Вы смотрите, мы тут правительство меняем. Это что благословила Америка. Келлог целый приехал. Да не знают в этой Америке, и им не интересно, какие обезьянки будут сидеть на Грушевску в здании правительства. Ну, смотрите, то есть я понимаю, что вы как бы отбрасываете эту версию. Это вообще версии две гуляет. Да? Первая версия это то, что Америка прибирает под контроль, ну, условно, хватает за Фаберже Ермака, Ермак прибирает все под контроль в себе, и, соответственно, Америка как старший, ну, как бы господин, да, вот курирует вот эту всю перетрубацию, да, в украинском правительстве, поэтому там бьют соросят, этот символ Шабунин, да, сегодня у него суд, может об этом упомянем, 2 слова скажем. То есть такая версия. Есть другая версия, тоже очень интересная, что мы же помним, Келлог, он апологет такого принципа, мол, а давайте вот остановимся как есть, вот все как есть. Никто же не отменял посыл американцев, что украинцы родненькие, забудьте о территориях, которые вы потеряли. Все, дай бог новое не потерять. И Трамп, который, ой, давайте 50 дней, ой, там давайте там еще 2 недели, 3 раза у него было, помните? Нет, так это как раз эта вторая версия полностью Александра. Это полностью как раз она объясняет происходящее. Его отправили послушать, создать антураж, походить. А то, что наши зеленые гниды сейчас используют это и рассказывают, что там
Свириденко благословил чуть ли не лично Трамп. И там вот все согласовано, все бред. Все делают бриты. Бриты покрывают, британцы покрывают и диктатуру Зеленского, и укрепление, которое этой диктатуры путем узурпации власти, которое проводит Ермак сейчас. Понимаете, да. Усиливается ли Ермак? Да. Но когда пытаются сконцентрироваться на Ермаке, а Зеленского оставляют в стороне, то я понимаю, что опять же начинается отводняк. Нет, они одно целое. И диктатором является Зеленский. Он под влиянием партнера Ермака, под собственным решением, он это все делает. Это он вытер ноги, а может даже задницу об Конституцию Украины, когда позвал Свириденко и сказал, я ей предложил. А ты предложил каким образом? То есть ты присанул Шмыгаля, знал, что он напишет заявление, потому что он ей предложил, как вы помните, за 2 дня, да, до появления сегодня заявления Шмыгаля про Да, отставку. да. И этот самый, и это все дело, то есть он узурпировал полномочия парламента, потому что и вытер об него, ну я уже даже не знаю, поводил там по чему чем, понимаете, но это просто уже унижение полнейшее. Парламента нету, парламентаризма нету. Диктатор говорит, я согласовал премьера, я буду это самое подавать. То есть, но закон говорит, я помню, когда-то во время одного из интервью у Виктора Януковича, у Януковича спросили, если бы он был президентом на месте Ющенко тогда, подал ли бы он кандидатуру, ну, свою кандидатуру на пост премьер-министра? Вы помните, да, этот момент, когда Ющенко внес кандидатуру Януковича? И Янукович ответил, нет, я бы сделал то, что бы мне принесла коалиция, потому что Конституция требует, что правительство подается коалиции либо правящей партией. А президент обязан подать кандидатуру, которая подает коалиция. Это все было растерто, размазано, несмотря на то, что военное положение, отставка правительства запрещена. Ни одного отчета. Вы когда-то отчет Шмыгаля слышали? 3 причины отставки правительства записано в Конституции. Первое. Распад коалиции. Да, у нас проблема, у нас нет монобольшинства. И де-факто у нас существует коалиция слуг народа с олигархическими группами и ошметками ОПЗЖ. Которые подголосовывают там по каким-то вопросам другие. Но де юре у нас монобольшинство. То есть де юре надо было бы собрать и подать решение партии, фракции «Слуга народа» о выдвижении Свириденко на должность премьер-министра. И принять, а перед этим принятие отставки. Ну, вот первая причина, ее нету. То есть, де юре монобольшинство существует. Вторая причина – это вотум недоверия правительству. Ну, я не слышал, и вы тоже, что об этом кто-то голосовал. Третья причина – это заявление, собственно, об отставке. Смотрите, он написал заявление в воюющей стране, премьер. У меня вопрос. Он дезертир, он уклонист,
Ну, страна воюет, а он уходит. Если он инвалид, возможно, получил инвалидность, но на должность, тогда у меня вопрос. Если он не может быть премьером, каким боком он может быть министром обороны? Это кто-то может объяснить, понимаете? Зачем это? И, наконец-то, завтра, голосуя за отставку правительства Шмыгаля, каждая зеленая и не зеленая гнида, которая за это проголосует, совершит преступление. Потому что им по барабану на законодательные, ну, препятствия. Они не пытаются исправить закон о военном положении, который прямой нормой категорически запрещает отставку правительства. Они завтра за это будут голосовать, совершат преступления, превысят свои полномочия. И я думаю, что еще за ними придут по этому вопросу. Нет, так смотрите просто, какая получается история. Это вот очень важный момент сейчас. Мы помним, когда только начиналась специальная военная операция Путина в Украине. Так называемые. Ну, помните, да? Вот это? Нет, это Да. вот специальная военная операция. Он собирает совбез, и каждый встает и выходит, ну, как бы говорит, что типа, да, я поддерживаю. То есть, это очень важный, кстати, момент, о котором там, ну, забыли уже сколько лет прошло, да, 3,5. То есть, получается, Путин всех, ну, как бы повязал этой специальной операцией. Ну Все. так правильно, этим преступлением, которое завтра состоится в парламенте, окончательно повяжут этих зеленых гнид и примкнувших Да, в этом вопросе. получается, я просто вот пытаюсь просто, ну как, это ведь очень важно сейчас проговорить, чтобы все поняли. Если раньше считалось, что, ага, президент просроченный, ну или там пересиживает из-за военного положения свой срок. Он находится пока военное положение, пока и президент. Ну вот Он так. не может, это, ну... Не, смотрите, президент. Дальше. Кабмин. Вот сейчас Свириденко придет, Юля, только помоложе. Понимаете? Ну хорошо. То есть, а это уже не тот Кабмин. Легитимность президента под вопросом, Кабмина под вопросом, плюс еще тень на парламент, который нарушает закон, нарушает конституцию и, собственно, ну как бы пытается это все легитимизировать. Получается, не остается ветви власти, которая в Украине легитимна. Потому что вот когда были переговоры, ну помните, там надежды были на Стамбул, сейчас они испарились. Все говорили, ну хорошо, ну через парламент-то есть там спикер Рады, есть там еще кто-то, есть там, давайте парламентскую какую-то соберем делегацию, и тогда может быть, да, и Путин там вроде говорит, да давайте через парламент. А так уже и парламента не будет. Мы сталкиваемся с этим риском или нет? Александр, смотрите, давайте быстро пройдем. Де юре Владимир Александрович Зеленский узурпатор, узурпировавший власть, который сам себе продлил полномочия. Ни один закон не может противоречить Конституции Украины. В Конституции Украины нет запрета на проведение президентских выборов во время военного положения. Нету. И это мы уже не раз с вами говорили отцами Конституции, покойным Царство Небесное Михаилом Сиротой, было внесено как предохранитель, запобежник от узурпации власти. Это не просто забыли вписать, понимаете, или еще. Это преднамеренно было сделано, чтобы, пользуясь военным положением, президент не мог узурпировать, продлевать себе власть, так как делает это Зеленский. То есть, де юре он не президент. Де-факто, благодаря международному признанию, благодаря тому, что Трамп не сказал, мальчик, ты кто, иди отсюда, он
пока исполняет обязанности президента. Но юридически это абсолютный ноль. Правительство. Вы абсолютно правы. Нарушая Конституцию, перебирая на себя полномочия парламента, и даже технически внося нового премьера, он абсолютно ставит под вопрос легитимность правительства, которое по сегодня было сформировано еще во времена легитимности и не поддавалось никакому и ничьему сомнению. Правительство Свириденко, если оно будет, я думаю, что будет, оно будет, и его легитимность будет под вопросом. Что касается легитимности парламента, там тоже есть вопросы. И вот этим движением они только усиляются, вы правы, Александр, обостряются и повязываются в преступный сговор депутаты. Я предупреждаю каждого, кто завтра будет голосовать за отставку правительства, что ваш голос – это преступление. Вы будете превышать полномочия и совершать преступление. Этим вас хотят повязать с офисом и с диктатором. И это по факту усилит диктатуру. И это, кстати, показатель. Это не американцы, это бриты дают карт-бланш, дают возможность Зеленскому Ермаку усилить диктатуру. Вот таким образом. Правительство будет полностью курированные. Предвижу, что после назначения правительства и главы фонда госимущества послезавтра будут назначать, начнется уголовное преследование как минимум двух персонажей, мне так кажется, с парламента. Это Давид Арахамия и Данил Гетманцев. Я думаю, что за ними придут, сделают, чтобы они убежали максимально. Если это произойдет, влияние в парламенте будет иметь только один человек. Ну, вернее, два. Два, которые как один. Владимир Зеленский и Андрей Ермак. Игорь Владимирович, только что завершился суд активисту Шабунину. В общем, избрали меру пресечения в виде личного обязательства. Ему запрещено покидать место дислокации подразделения, в котором он проходит военную службу, без разрешения следователя. Это Харьковская область. Ну так, на секундочку. Там вроде как это подразделение. Ну и потом сдать загранпаспорт, посещать по допросу, ну, антикоррупционный орган антикоррупционный. Вообще, конечно, такая достаточно, ну, очень дикая история. Ну, как дикая? Исключительно пропитанная политическим каким-то вариантом. Это что получается? Условно ударишь по соросятам демократам, подвязанным с теми прошлыми американцами, понравишься новым хозяевам Белого дома? Нет, я думаю абсолютно. Я думаю, что власть раскручивает новый проект политический. Я думаю, что это раскрутка. Поверьте, Александр, за такими статьями, с такими обвинениями, без права на залог, и я, и вы бы сидели, и все любые, кто реальные оппоненты власти. Поэтому, когда я увидел, что прокуратура просит личные обязательства, у меня истерический смех был. Подписка о невыезде, если так, ну, проще. Да, то есть они фактически, а какой движ устроили, а как это все осветили, а программное интервью Таня Даниленко, а вот это, вот это. То есть, ну я вот смотрю, и я понимаю, что по ходу Шабунина готовят на место Вакарчука. То есть человека, который там будет вести какой-то оппозиционный соросятский проект там,
И ему подыгрывает власть, потому что, с одной стороны, да, наехали, да, это, но с другой стороны, на выходе пук, Вонючий, правда. вонючий, в лужу пук. Громкий был в лужу, вонючий, потому что вони действительно они подняли сколько. Но это ж пиар. Вы же понимаете, это пиар. И он рассказывает, я хочу, чтобы закончить, потому что много чести, но о нем говорить долго, сказать только одно. Избирательное. И не ему сказать, Шабуниным все понятно, давно и это сам. А тем, кто бежит на его защиту, пишет там и так далее. Я хочу обратиться к вам и сказать, что избирательная правозащита – это такое же зло, как и избирательное правосудие. Никакой разницы между правозащитой избирательной и правосудием нету. Вы молчите, языки засовывали в зеленые задницы и молчите, когда прессуют военного, который осмелился правду, да, сказать. Когда преследуют журналистов, блогеров, да вы принимаете участие, чтобы поскувать. А тут, оказывается, избирательное правосудие. Да, избирательное, я согласен. Знаете почему? Потому что на скамье подсудимых должен еще Шеренбей быть и еще десяток этих людей, которые устраивали в ЗСУ Шабунин, как его Володя Бойко, ветеран войны, назвал. Да, вы правы, здесь в отношении этого много чести, но тут исключительно в такой. Я все пытаюсь рассмотреть другого уровня противостояния, о нем с вами прям серьезно поговорить. Потому что очень много пазлов складывается. Ну, я уже там по поводу нового правительства вы высказались, да? Там американцы, не американцы, британцы. Но там ведь все не так гладко. Мы стали свидетелями, вчера, по-моему, да, или позавчера, вчера похоронили Воронича, застреленного СБУшника, полковника. У него послужный список, дай бог каждому. Он и заведовал как бы операциями на территории Российской Федерации. Его группа, конкретно его группа, ликвидировала в Донецке Моторолу. И, ну, то есть, вот такой, знаете, ну, в общем, Александр, матерый Александр, был достаточно можно я человек. вас, можно я вас перебью? Я хочу, смотрите, я хочу, чтобы вы перебейте, выскажитесь, конечно, но меня интересует другой момент. Точнее, два. Момент первый. А что Алиев молчит? При задержании граждан Азербайджана ликвидировали. Малюк на воскресенье похвастывался. А Алиев молчит. Представляете? Там он сердечный приступ в России и начинается движ. А вот тут как-то все молча. Это первый момент. А второй момент, который тоже очень важен. Являются ли вот эти события, которые произошли в СБУ, косвенно или прямо подтверждением того, что не только полем боя является Украина физически военным, а еще и местом противостояния спецслужб, ЦРУ и МИ-6, например. Александр, значит, я хочу развеять миф о легендарном полковнике Ивана Ивановича Воронича. Значит, первое. Он служил в ДСНЗ Львовской области до 2014 года. Он допрашивал народного депутата Юрия Михальчишина по делу Майдана. По делу, когда начались события на Майдане. Он служил во Львове на тот момент. Если кто не знает, ДСНЗ – это политическая полиция, ну, в средине СБУ. Управление, которое занимается политиками, журналистами, ну и так далее. Это раз. Второй момент.
Иван Иванович в 2014 году пошел в АТО. Там его заприметили и забрали в 5-е управление департамента контрразведки. Имел ли он отношение к операции по ликвидации Моторолы, я утверждать не могу. Могу утверждать только одно, что эта операция стала возможна благодаря тому, что Моторола обидел человека, местного жителя старшего возраста, и этот человек несколько раз приходил на Украину, ну, на контролируемую Украиной территорию и просил: дайте взрывчатку, я его грохнуть хочу. Ну, такой себе ворошиловский стрелок, понимаете, да? И вот в какой-то из разов ему ее таки дали. Я просто хорошо знаю эту историю. Был ли там Воронеж среди тех, кто давал, ну, понимаете, может быть. Но это не такая там суперлегендарная операция, ну, по ликвидации и все. Значит, в 2019 году, после прихода в СБУ Баканова, Ивана Ивановича Воронежа отправили на пенсию. На пенсию. И он был пенсионером СБУ до 22-го, даже точнее до 23-го года, когда сам мобилизовался и пошел в спецподразделение «Альфа» служить. Было ли это подразделение при начале Курской авантюры на территории Курской области? Возможно. Но что там могло такого совершить это спецподразделение необычного, гениального в военном плане, я не знаю. Поэтому я глубоко убежден, что личность Воронежа преувеличивают, приписывая там, ну, разные операции. Его сослуживцы, люди, которые занимали серьезные должности в службе безопасности Украины, сказали мне, что он довольно порядочный человек, в отличие от многих других их коллег, скромный и не относился к тем, кто занимался какими-то вот этими громкими вещами. Почему он стал жертвой? Так тут вот и главный вопрос. Я глубоко убежден, что никакая это не агентурно-диверсионная группа ФСБ. Вот россиянам выгодно было бы сейчас рассказывать: это мы, ФСБ, ликвидировали полковника, который там, ну, понимаете, да? Но на самом деле нет. Я имею большие сомнения, что это диверсионная группа ФСБ. Почему? А вы видели киллеров ФСБ, которые на дело ходят с пистолетами, револьверами 1800 какого-то года, к которым патроны в музее только есть? Это раз. Второе, Александр. Звук. История мне напомнила, это Сестерненко, там тоже женщина, тоже, ну как-то какая-то странная какая-то история. Ну, Такие Александр, страшные у киллеры этой женщины просто. был револьвер даже не прошлого, а позапрошлого столетия. Понимаете? К нему патроны в музее найти можно. Вы видели киллеров ФСБ, ходящих с такими пистолетами? Я нет. Это раз. Второе. У меня в распоряжении есть фотографии с места их ликвидации, их зачистки, я так это назову. На этих фотографиях четко видно первые снимки, когда пистолет лежал рядом, и вторые снимки, когда пистолет вложили в руку. Понимаете, Александр? Это два. Теперь молчание Алиева. Интересно. Молчание Алиева, по моему мнению, связано с тем, что он знает, кто эти люди. А эти люди, по моей информации, связаны с российским
азербайджанским криминалом. И агент ФСБ, как говорили, проникал нелегально на территорию Украины. Ну, смешно, да не могу. Потому что агенты ФСБ ходят спокойно по Киеву, и их никто не это самое. А тут нелегально. Зачем нелегально, если можно было легально? Понимаете? Ну, то есть логики никакой нет. Вот по моей информации связан с криминалом. И что произошло? Я не исключаю, опять же, это моя версия, Александр. Я не настаиваю, что она стопроцентна. Походу Иван Иванович Воронич, служа в Альфе, стал свидетелем каких-то событий, которым он не должен был быть, что могло принести определенный вред и одним, и другим, там разным сторонам. Ну, например, мог ли он присутствовать при убийстве Дениса Киреева и видеть что-то такое, что, ну, понимаете, да? Мог. А мог он быть среди тех альфачей, кто охранял вора в законе Надара, которого сопровождали то ГУР, то СБУ по Украине катали? Да мог. А мог видеть контакты, ну, неподобающие? Мог, понимаете? То есть моя версия, что он стал свидетелем, очевидцем каких-то событий, которые во вред каким-то кругу там определенному и во вред это самое, во вред власти и интересы сошлись, ну, грубо говоря. Могли ли зачистить их? Да, походу, так и было. Причин, правда, могло быть, ну, несколько, Александр. Причины могли быть и эксцесс у самих альфачей, потому что им надоело, что этих всех закрывают, потом выпускают. А я уже говорил, Иван Иванович как бы пользовался, ну, уважением у коллег. Но это я даю всего 10%. А 90% я даю процентов на то, что это было целенаправленно командой сделано. Смотрите, операция по задержанию, которая закончилась ликвидацией, продолжалась с 9 вечера по 7 утра. То за это время можно было спеленать кого угодно. Ноги попростреливать можно было. Цель была не брать живым. Почему? Ну, я думаю, эта история еще заиграет многими разными красками. Ну, действительно, такая загадка своеобразная. Если мы обсудим и уделим время фронту, которому сейчас в этих всех буйных, да, событиях, конкретно фронту, времени уделяют мало. А там идет продвижение, идет вот эта отработка. Рейтерс сегодня опубликовал материал и говорит, что за эти 50 дней, в принципе, Трампа, 50 дней Трампа, Путин будет забирать Донецкую область, идти туда на Херсон, на Херсонскую область. В общем, по максимуму будет все забирать. Если получит слабое сопротивление, то Сум и Харьков как бы в нагрузку. Материал, ну, понятно, своеобразный. В чем своеобразие? Потому что таких материалов Ну, было много. антитрампийский, понятно, Да. это да. Таких материалов было много. Но если мы сейчас попробуем просто понять, что происходит на передовой и какие есть варианты за эти 50 дней, ну только такие объективные, сломать фронт, потому что большие прорывы, а выход на те рубежи, которые заявлены Российской Федерацией, ну, имеется в виду конституционное их изменение, что они вписали все области, всю территорию там 1, 2, 3, 4 области в свою конституцию, они возможны, но только при, ну, таком обрушении конкретном, когда, знаете, все там бросили, побежали, и тут они зашли как можно дальше.
Только в этом случае большие охваты, ну такие военные, да, такая военная история. Предпосылки этому есть или нет? Александр, я не верю в то, что все остановится на 4 областях. Все может остановиться только при условии нормальных мирных переговоров, посредничестве Трампа, ну то, что мы с вами не раз говорили. Тогда мог бы сыграть и план Келлога по линии, да, ну то есть разграничение. Но это при условии, когда была бы на столе реальная сделка, а не как этот криворовский дипломат Тихий говорит, мы ездим туда, чтобы ездить. Я про Стамбул. Поэтому наступление будет широкомасштабное, будут попытки сломать фронт, сделать прорывы. Я не исключаю, что могут зайти на территорию Черниговской, допустим, области и так далее, и так далее. Будут удары, ну, кровавая осень. Преддверие кровавой осени, то, о чем мы говорили. То есть ситуация на фронте довольно плохая. Дезертиров из СЗЧ очень много. Чтобы их не фиксировать сейчас, придумали, что вносят в уголовное дело производства только после внутренней проверки. А командирам невыгодно вносить. Вот нету их. А деньги-то на них идут в это время. И их можно ж на карманчик ложить. Кто там подписи проверяет? Васи, Пети. Напишем, что в СЗЧ пошел не в мае, а в ноябре. Ну, например. И это искажает реальное кадровое состояние вооруженных сил Украины. Людей катастрофически не хватает. Оружия не хватает. Денег не хватает. Мы видели бюджет, ну и вообще все, что с этим связано. Без этих трех составляющих серьезное сопротивление под вопросом, а контрнаступление, как это Марыч Ермак, да, это самое, оно невозможно. Поэтому даже если оружие где-то купят, оружие, то нету людей и нету денег. Ни одного, ни второго нету. Только если силовую мобилизацию сломить, поменять, только если, а для этого надо время, опять же, времени нету, понимаем, да, то есть упираемся. Силовая мобилизация сейчас работает против страны со скоростью 100 км в час. Вот на 100% она против страны работает. Поэтому мы с этого начинали, я же говорю, почему я бы не смог проголосовать за мобилизацию, находясь в парламенте, потому что это, вот все, кто сегодня нажал за это они продолжили, знаете что, подрывать из середины страну. Есть еще один вопрос. Я, кстати, обратил на это внимание, не знаю, обратили ли вы и обратили ли наши зрители. Ну, это как бы специфическая история. Я никого не призываю следить за соцсетями Зеленского, ну, потому что все равно все узнаете. Ну, как бы, тем более там такие, они однотипные, похожие, но здесь есть новшество сегодня произошло определенное. Значит, он одним, ну, ему, он вряд ли это пишет, но это очень показательный момент. В одном абзацике он перечислил, что он сегодня подписал. Значит, закон о множественном гражданстве. Второе, это трибунал. Вот мины. Не, трибунал. Да, трибунал и мины. То есть это все вот в таком порядке, да? То есть вот это все раз, типа, и вот я вот подписал. Ну, такое ощущение, что где-то пробегал мимо, забежал, ой, на столе тут лежит, запылилось, взял, подписал. Я вот из этих трех, да, позиций
Смотрите, каждое можно обсуждать, каждое прямо интересно. И по трибуналу на самом деле интересно, когда эти приехали на кладбище во Львове, там помните, Да-да. в противовес встречам в России, и вот это они вот приехали, неважно. И мины это отдельная история, это страшная беда, шьет Украину, причем, ну, вы посмотрите. То есть поколения люди, если те, кто там выживут, доживут, это ты не разминируешь. Но он спрятал это множественное гражданство за этими двумя другими подписями, по моему мнению. Ровно потому, что там сейчас фигурирует эта инфографика, показывают, смотрите, как будет хорошо, украинец за границей, по праву рождения, потому что там у него дети родились, они тоже могут стать, все, короче, станут украинцами. Но там же четко записано, что можно отнимать паспорта, а не только давать. Александр, да, абсолютно правильно. Он готовится забрать гражданство у вас, у меня и у всех оппонентов власти. Да ладно. Да. Ну, то есть это не какая-то там байка, присказка, Нет, это не байка, не это не присказка. подсанкционный Мосейчук и подсанкционный Шелест набивают себе цену. Нет, это реально идут разговоры на Банковой о лишении гражданства политических оппонентов. Я, правда, ну, это не признает ни одна вменяемая страна мира, ну, такое решение, по причине того, что у нас с вами по рождению как бы гражданство по земле, то есть это история вообще дикая, но там прописана норма. Если человек там выступает, установлено, ну вот РНБО установило. Я сегодня ознакомился одному нашему коллеге по санкциям, не буду называть, потому что не получал, но от него как бы разрешения называть. Ему удалось через суд добиться и вскрыть материал СБУ, на основании которых против него ввели санкции. Вы будете очень смеяться, но в этих материалах был огляд интернет-публикаций. И все. Потрясающе. Понимаете? Но я вам скажу, я считаю Зеленского, в отличие, я тоже не призываю граждан читать, но, как говорится, профессия обязывает, я читаю. Там еще один пост интересный есть, найдите его. Александра, сейчас вы найдете, сможете процитировать, там, где он со Свириденко встречался и этим, Федоровым. Ну, Шмыгаля в отставку не отправили, да. правительство не отправили, этот самый новое не назначили, не утвердили, но он уже обговорил со Свириденко и Федоровым деятельность антикризовую будущего правительства. Да, вот совещание с Юлией Ну, Свириденко. вы понимаете, о чем я, Александр? Значит, Ну, вообще. совещание с Юлией Свириденко и Федоровым. Первые шаги обновленного правительства. Вы понимаете это самое? А какого, Ничего не подождите, обновленного? произошло. Детализировать задание на будущие полгода, увеличить оружие, в общем, обеспечить контракты дронов и сил обороны, экономика, там, в общем, такое обеспечить. Ну, ни о чем, понятно. Социальная поддержка людей. Определили, какие результаты могут быть достигнуты за первые полгода. Вы понимаете? Вы понимаете, что происходит? Я хочу обратить внимание, что это в день падения Бастилии, то есть вчера, да, вот это вот государство это я, Да. понимаете? То есть, ну, э, че- того не отправили, этого нет. Кстати, вот эта публикация показывает, что министром обороны не обязательно будет Шмыгаль. За Министерство обороны сильно борется Федоров. И его участие в этом совещании, ну вот, наталкивает на мысли. Да, безусловно. Значит, мы в прямом эфире, друзья. 20:05 сейчас по Киеву и Москве у нас на часах.
Очень благодарен вам за то, что ставите лайки. Ставьте, пожалуйста. Сейчас будем переходить к вашим вопросам, подведем итоги голосования. Молния! Игорь Владимирович, молния, все, срочно в номер. Дональд Трамп проснулся. Знаете, что сказал? Ну, Это, конечно, феерически. Рейтерс пишет, что Зеленский не должен целиться по Москве, пытаясь атаковать российскую столицу. В этой войне я ни на чьей стороне, ни на стороне Украины, ни на стороне России, заявляет Трамп. Я просто хочу остановить убийство. то, что мы с вами говорили, Александр. То есть полдня, ну по-нашему дня, у него ночи. То есть как ему спится вообще? Слушайте, кости перемывают во сне. Там вот, там тайный разговор. Выходит сам, говорит, А нет. возле него главный лоббист Украины спит. У вышиванки. Вы видели, уже вышиванку одели на эту самую, на Маланку. Ну хорошо хоть, ну это конечно да, это тоже цирк. Это такая синусоида. Трамп такой-сякой, Трамп наш, Трамп чужой, Трамп А вот наш. Маланка, Да, значит, друзья, подводим итоги нашего вопроса. Поддерживаете ли вы проголосованное военное положение, мобилизацию до 5 ноября? 3% мобилизацию да, военное положение нет. 5% военное положение да, мобилизацию нет. 9% да, никуда не денешься процентов. И 83% нет, сколько можно. Пора все заканчивать. Спасибо большое за то, что отдали свой голос. И очень интересные результаты. Ну, совпали с вашими. ну это очевидно, это для любого, ну я все-таки не считаю весь наш народ пришибленным. Для любого адекватного человека понятно, что первая часть это грубейшее нарушение всего, что только можно, заради того, чтобы свою зеленую задницу в кресле держать. А второе, ну это реально, ну смотрите. Сначала очереди в ТЦК, а теперь мордой об асфальт. Да, друзья, теперь ваши вопросы. Клуб зрителей. Кто, по вашему мнению, Андрей спрашивает, смог бы стать достойным президентом Украины, если бы выборы проводились в ближайшее время? Андрей, я думаю, что надо приложить максимальных усилий к тому, чтобы Украина стала парламентской республикой, и хватит с нас каждый из нас президент. У нас с каждым новым президентом идет по нарастающей в отношении людей, в отношении страны. Поэтому если мы любим свою страну, свою жену, свою собаку, как один пел гражданин, то нам надо, наверное, ставить точку и переходить к республиканской модели. Вот, ну, например, как та же Австрия, Германия. Сообщество YouTube. Значит, вопросов много. Если все не пройдем, загляните на канал к Игорю Владимировичу. Он их будет использовать. То, что мы там не успеем. Но достаточно много вопросов. Попрошу емче. Игорь Владимирович, поехали. Женя Колот, уважаемый Игорь, говорит про мораторий в острых вопросах на 20 лет. Что изменится за этот период и почему именно тогда можно будет обсуждать данные темы? Спасибо. Я напомню, это язык, да, там у вас... Язык, религия и история. Да. Значит, смотрите, это 25 лет, это поколение. Это изменение поколений. Это цикл. Это раз. Во-вторых, как показала практика Испании, где мораторий по гражданской войне был, ну и всему остальному, вот я вот сейчас уже же этот мораторий давно истек, был в Испании, общался с испанцами, у них не принято разговаривать на эту тему. Мирослав, здравствуйте. В чем цель лишения свободы и гражданства Ануфрия и гонения на православные храмы? Власть видит в этом угрозу или это просто мракобесие? Спасибо. Смотрите, это мракобесие. Более того, я скажу по многим косвенным причинам,
власть имеет план определенный, который сейчас будет пытаться реализовать. Э, Коротко не выйдет, Александр, но вопрос серьезный, надо ответить. Значит, я думаю, что они сделают все, чтобы депортировать митрополита Ануфрия с Украины. Куда? Ну, Беларусь, например. Ага. Этот самый, выдворить. Ну, вот просто выдворить и все. Это раз. Второе. Они попытаются провести собор и избрать нового предстоятеля, который поведет это по направлению к ПЦУ. Почему по направлению? Потому что Зеленский, я в этом убежден, пообещал Папе Римскому новую унию. А Папа Римский сказал, что если произойдет уния, то он подарит греко-католической новой большой церкви патриархат. Есть схидни, восточные церкви, которые входят в католическую церковь, и там есть патриархи, но они подчиняются Папе Римскому. Вот такой план. Уния. Да, вот вам и план. Было, что, как это Кучма говорил. Так це ж було вже. Ну, я имею в виду в Да, истории это Украины. было уже. Закончилось тем, что Ну, плохо закончилось. резанина была страшная. Один мой земляк, Значко Яворский, больше известный как епископ и настоятель Мельхиседек, осветил ножи, Мельхиседек, осветил ножи в Холодном Яру, и началось восстание Гонты и Залезняка, известное как Калиевщина. И Да. ни до чего доброго ничего это не привело. Глеб, здравствуйте. Кто для вас Коломойский? Человек, плативший довольно немалые налоги в бюджет, лицо, которое первым начало финансировать нацбаты и развязавшее бойню на Донбассе, или один из спонсоров вашей политической карьере? Спасибо. Ну, точно никогда не имел никаких отношений с Игорем Валерьевичем. Наоборот, работая в парламенте, в противостоянии долгое время находились с его, будем говорить, финансово-промышленной информационной группой. Кто для меня Игорь Коломойский? Для меня Игорь Коломойский олигарх, который сделал неправильную ставку и которого ограбили его дети. Он такой Карабас-Барабас, от которого сбежал Буратино, Зеленский, с остальными куклами, которыми он любил играться. И Карабаса упекли в тюряшку. Мгм. Константин спрашивает. Добрый вечер, господа. Игорь. Нынешняя псевдовласть Украины с примкнувшими к ней псевдопатриотами как мантру повторяют, нужны границы 91 года. Но при этом пропагандируется монокультурность, моноязычность, моноисторичность и новая церковь. По-моему, та страна, которую вы сопереживаете с Александром, и та страна, про границы которой кричат псевдопатриоты, это точно два разных государства. Большая Украина, которая стала наследницей УССР, не может по определению существовать в формате моно. Как вы думаете, с какой целью власть тогда загоняет население в этот когнитивный диссонанс? А я не уверен, что это украинская власть. Все ее действия направлены на уничтожение государства Украины и утилизацию украинцев. Что наступит быстрее, женская мобилизация или финал эфемерных очередных 50 дней? Наталья спрашивает. Быстрее наступит, я думаю, что ни одного, ни второго за 50 дней не произойдет, но я думаю, что будет попытка, смотрите, я вот давайте так скажу, и кровати двигают, и проституток меняют, но сносить надо этот зеленый бордель.
Весь. Поэтому вот эти частные вещи, смотрите, мобилизацию 18-летних заложили в законопроект о военной подготовке. Там есть нормы, которые позволяют при необходимости мобилизировать 18-летних. Также будет и женская мобилизация. Никто ее не объявит напрямую. Не объявят. Просто уберут нормы, которые позволят мобилизировать большее количество женщин. Вот и все. Меня тут другое просто и возмущает, и бесит, и просто вызывает... смотрите, 140 тысяч военных пенсионеров, ну и правоохранительных структур, то есть людей, которым государство платило деньги и которых обучало обращаться с оружием, и их не мобилизируют. Понимаете? А Ивана Петра Семена бегают, вылавливают по этому самому. Ну, это же цирк, понимаете, какой-то был, когда вот это сейчас нашумевшее видео вчера, сегодня, ну, многие там тиражируют, Чернигов одного Я положили видел на и лавочку, тоже я вставлял, да. а второго, скажем так, опрокинули. И женщины говорят, что ж вы делаете? Так он даже ничего не делал, тут сопротивления не оказывал, стоял просто рядом, да, там разговаривали они. А пока, ну, официально ТЦК. Ну, Пришли смотри, проверять документы, пьяные, там слово за слово, документы не давали, пришлось вот применить силу, потому что в драку лезли. Все. Ну вот, понимаете, все смотрите. хорошо. Александр, на самом деле, это полный звездец. Э, Видели, да, в Сумах сегодня? По ноге, на дверкой автомобиля, ногами залазь, быдло и тому подобное. Тут еще раз говорю, вопрос в том, что у нас происходит комплексно в стране. У нас реинкарнация. У нас Зеленский это такой себе гибрид Нерона и Калигулы. Понимаете, тот артистом был, увлекался, узурпировал власть, мужеловство проповедовал, сам выходил замуж и женился на мужчинах, ну Нерон я имею в виду. Поджег Рим, а этот всю Украину поджег. Калигула коня сделал сенатором. А у нас в парламенте 300 с хвостиком коней Зеленского. И абсолютно непривередливые, все в стойле. От лошади просто кобылят. Вот все, вот то, что мы видим, вот факт такой. Так, значит, вот такой вопрос. Добрый вечер. Я, конечно, понимаю, что вопрос не будет задан, но все же, почему Мосейчук, будучи депутатом, не сделал ничего для расследования убийства одесситов 2 мая 2014 года? Вопрос, конечно, неудобный, но надеюсь на Александра. Пожалуйста, звучит. Вы не пишите так, Александр ставит все вопросы, это самое, а я стараюсь давать ответы на все вопросы. Значит, смотрите, для меня было очевидно, и сейчас очевидно, и это подтвердил Европейский суд по правам человека, что гибель 2 мая людей в Одессе, в этом виновна украинская власть, которая не смогла, правоохранительная система, обеспечить безопасность людей. Все. Мгм. Чат трансляции. Руслан, сегодня выбирает Ахметов или выбирают его? С кем Ахметов, Игорь Владимирович? 50 на 50. В разных корзинках разные яички. Мгм.
Значит, у Сверденко брат в Лондоне, новый премьер-министр, уже завербована Ми-6, проверку прошла, готова работать на Лондон, реагирует Сергей на Свериденко. Поддерживаете? Ну, смотрите, первое, вот эти вот истории с братом в Лондоне или семьей в США, они меня просто поражают. Ну, во-первых, вы проводите дикую бусификацию, людоловство, а родственника вывезли. Он оттуда поддерживает всеми силами власть, борьбу, освобождение, границы 91-го года. Я предлагаю вернуться, одеть форму. Брат премьера, это будет круто. Так он стреляет хорошо, он там глава Федерации Да, Челниговской области. снайпер сам по себе, это самое. То есть, но убежал в Лондон, сидит в Лондоне. Э, Имеют ли через него влияние на Свериденко спецслужбы Британии? Имеют. Глупо было бы, чтобы не имели. Я не считаю британские спецслужбы идиотами. Это то же самое, что с семьей господина Умерова. Я недавно там встречался с одним старшим коллегой, разговаривал, он мне говорит: Игорь, ну я все понимаю, ну как можно человека, который 100% находится под контролем ЦРУ, назначить послом? Он чьим послом будет? Послом Центрального разведуправления в США? Чьи интересы он там будет отстаивать? Ну, видите, вот так вот. Кредоид, вопрос. Как давно вы пришли к вере? И что и поменяла ли она что-то в вашей жизни? Смотрите, я верующим человеком был и являюсь довольно давно. Э, Усиливалась ли моя вера и усиливается ли она с годами, с какими-то событиями? Да. Ну, я, например, в Лубнах своими руками, не просто там деньгами, как многие, а руками церковь строил. Вот, то есть это самое. Я изучал историю нашей церкви, веры, православия и тому подобное. Вот, практиковал на службах, постоянно присутствовал, когда была возможность. Ну, наверное, самое большое укрепление меня в вере произошло по факту покушения на меня. Я вам расскажу эту историю, она очень интересная, я думаю, будет для зрителей. Значит, я дружу с настоятелем Владимирского собора отцом Борисом. И как-то я к нему приехал, мы там посидели с ним, поговорили, пообщались, мы с друзьями были. Сидели в трапезной, там она под собором, ну, в подвальном помещении. И потом подняли сам собор, и он подходит, во Владимирском соборе находится одна из самых больших религиозных реликвий в Киеве. Там находятся мощи Святой Варвары. И вот отец Борис подходит, там говорит: приложитесь, мы приложились к мощам, и он дает мне ленты, которые, ну, есть как оберег такой. А Свята Варвара покровительствует артиллеристам, со взрывчаткой связано и все. И вот я выхожу, это было весной 17-го года. Я выхожу с собора, в курточку положил эти ленты, привез там иконки, подарил отец Борис, еще домой все выложил, а ленты остались в курточке. И я эту курточку снял, и я ее больше не одевал до дня покушения на меня. Я ее первый раз с весны одел осенью 2014
17 года эту курточку, и когда меня взорвали, я по карманам что-то когда везли в машине в эти минуты, и нашел эти ленты, меня так с этими лентами в руке окровавленными привезли в Борис, где мне делали первую операцию, изымали осколки. Вот хотите верьте, хотите нет, но Игорь Владимирович остался жив, и я считаю, в том числе благодаря заступничеству святой Варвары. Мгм. Значит, ну давайте, раз такая философская пошла, давайте парочку еще моментов из чата тоже. Яна Верещагина. Для меня война закончилась, живу в Харькове. Считаю, что каждому нужно закончить войну внутри. Скажите, пожалуйста, что вы планируете после войны? Благодарю. Я после войны планирую жить, любить жену, детей, может, внуки появятся, это самое. Заниматься чем буду? Журналистикой планирую заниматься, как и занимался. Ну, естественно, буду отстаивать снятие этих преступных санкций, которые ввели против меня. Вот. Ну вот, так где-то. Вопрос, почему Игорь банит у себя в аккаунте при упоминании его правого прошлого? Я не баню себя никого вообще, я не имею времени следить за чатом, я обращу внимание админов чата, чтобы это, если это было, чтобы это не происходило, это раз. Во-вторых, я не отказываюсь от правого прошлого, я и сейчас правый политик. Что Так, вы имеете в так и не виду? скажешь. Ну чего вы там, правый политик. Ну просто представление о правых и левых сейчас перемешалось. Ну, как это? Ну, правильно, если, смотрите, э, национал-социалисты, которые были во главе с Гитлером при власти в Германии, никогда не были правыми. Это левая партия, которая исповедовала левую идеологию. Понимаете? Просто потом в сознаниях людей, цепляя ярлыки и тому подобное, нацепили, что они были правыми. Ну, грубо говоря. Вот это вот самый яркий пример. Так, значит, вот такой еще вопрос. Давайте им закончим. Он, кстати, пришел. Обычно у меня сегодня шум, да, прямой эфир, там в 9 с копейками начнем. И вот обычно эту предложку используют для вопросов туда, да, каких-то историй. У меня есть рубрика «Колобок, куда мы катимся». Там люди просто делятся своими мыслями, там, ситуациями. Это всегда очень интересно, потому что каждый узнает себя в этих ситуациях. Но тут пришел вам, как бы пришло послание и письмо. Давайте вот на нем завершим. Добрый день. По поводу Пенсионного фонда Украины. Значит, человек мне писал до этого, ну, в общем, зовут его Сергей, фамилию называть не буду. В общем, долго, говорит, объяснять. Значит, есть фонд, да, жена работает у него в Пенсионном фонде Украины. А сам он занимается, короче, в американском инвестиционном фонде. Он находится, этот человек, рекомендовался. Значит, два посыла вам. Добрый день. По поводу пенсионного фонда. Сообщают, что дан строжайший указ не давать документы на получение 15 миллионов за погибших. Ну вот просто документы не отдавать. То есть все как бы работает, все хорошо, но строго-настрого не давать на руки документы. Я никому. знаю, я подобные сигналы получал с пенсионных фондов региональных. Вот. И второй посыл. Очень прошу передать Мосейчуку, что по роду деятельности моего фонда, ну уже инвестиционного, в США, я общаюсь с сенатором Элизабет Уоррен, и она очень бы хотела видеть вас в переговорной группе по войне. По фонду с ее помощью обеспечу полную поддержку. В общем, за информацией обращайтесь, все расскажу. Как вы видите вот эту перспективу, ну, таких инициатив разных сенаторов? Ну, это положительные эти самые положительные перспективы, потому что то, что надо менять, грубо говоря, переговорную группу и наполнять ее прагматиками, государственниками,
Потому что с Мединского там смеются, этот Рют, по поводу историка, да, там и тому подобное. Но если посмотреть на нашу переговорную группу, то она не дотягивает до уровня учителя истории, не говоря о каких-то других вещах. Друзья, всем Вот. большое Я спасибо. благодарен, и если вы мне перекинете, Александр, это я свяжусь с человеком обязательно. Да, друзья, спасибо большое, что пишете, спасибо большое, что комментируете, спасибо большое за то, что участвуете в прямых эфирах. Приглашаю всех там через минут 35-40 на канал, прямой эфир, шум. Игорь Владимирович, приглашаю вас, к вам также аудиторию, телеграм-канал Игорь Масейчук, как говорится, must have, как это сейчас модно говорить, ссылка в описании. Спасибо за время и мысли. Спасибо вам, Александр, и нашим дорогим зрителям спасибо. Я изучу все эти ваши вопросы и постараюсь на них на все ответить. Спасибо большое. Берегите себя, всем добра и света. Увидимся обязательно.